В теплый летний день на крыше небоскребов Чикаго, где располагался элитный ресторан Skyline Pearl, все шло своим чередом. 64 этажа над шумными улицами, в окружении стеклянных ограждений и белоснежных скатертей, гости наслаждались видом и дорогими блюдами. Разговоры о бизнесе, звон бокалов, легкий смех, казалось, ничто не могло нарушить размеренный ритм этого места. У одного из столиков сидел Ричард Хендерсон, известный предприниматель, миллиардер и владелец сети отелей. Он вел оживленную беседу с партнерами, увлеченно жестикулируя бокалом вина. Рядом, чуть поодаль, его 5-летние сыновья-близнецы Томми и Джейми гонялись друг за другом, а их няня сидела в стороне, полностью погруженная в экран телефона. В это время официантка Эмма Джонсон в алом фартуке и белоснежной рубашке собирала пустые бокалы с соседнего столика. Она уже много лет работала в ресторане и имела привычку незаметно следить за детьми гостей, даже если это не входило в ее обязанности. Порыв ветра поднял легкую салфетку с одного из столов. Та закружилась в воздухе и полетела к краю террасы. Мальчики, весело смеясь, бросились за ней, не замечая опасности. Салфетка проскользнула сквозь щель ограждения и улетела вниз, а Томми, пытаясь дотянуться до нее, шагнул на нижнюю перекладину, ухватившись за поручень. Джейми, как обычно, повторил за братом. Сначала никто не обратил внимания издалека, могло показаться, что они просто играют. Но уже через секунду близнецы сорвались, повиснув в воздухе, держась только за металлическую перекладину. Внизу простирались улицы, машины казались крошечными точками. В ресторане раздались крики. Кто-то схватился за телефон, кто-то отпрянул в шоке. Но к краю не подошел никто. Эмма не раздумывала. Отбросив поднос, она перепрыгнула через стул и подбежала к ограждению. Уперев ногу в металлическую основу, она наклонилась так далеко, что ветер бил в лицо, а сердце гулко стучало в висках. Ее руки вцепились в запястья мальчиков. Хватка была такой крепкой, будто от нее зависела вся жизнь. Дюйм за дюймом, напрягая каждую мышцу, она подтянула сначала одного, затем второго ребенка. Близнецы, всхлипывая, обвили ее шею, вцепившись в нее, как в спасательный круг. Через несколько минут к ним подбежал Ричард. Лицо его было белым, а взгляд полон ужаса и благодарности. Он прижал сыновей к себе, не отпуская. Эмма же, поправив фартук, просто вернулась к своим обязанностям, словно все это было частью ее обычного дня. Она и представить не могла, что спустя пару дней Ричард появится снова не как обычный посетитель, а как человек, намеренный сделать все, чтобы отплатить за спасенные жизни своих сыновей. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.